Дорогие друзья и гости канала, всем привет! С вами Людмила. Сегодня приглашаю вас на мастер-класс по вязанию вот таких очаровательных босоножек. Я думаю, что они вам понравятся, потому что выглядят они просто фантастически. Вяжутся они довольно просто. Все видео и мастер-классы на моем канале для вас, друзья, абсолютно бесплатные. Я делюсь с вами своим опытом и хочу помочь вам научиться вязать крючком стильную эксклюзивную обувь. Так что если сейчас вы смотрите это видео без подписки, обязательно прямо сейчас подписывайтесь на мой канал. Просто нажмите на кнопочку подписаться, колокольчик, и никогда ничего не пропустите и будете всегда получать первыми уведомления о всех новых видео. Ну а мы будем начинать наш мастер-класс. Начинаем с подошвы. У меня вот такая подошва уже со стелькой, и она обвязанная. Здесь написано кассета. Это, я так понимаю, это название, 36 размер. И в принципе уже готовая подошва под изделие. Подошва не должна быть обязательно такая. Можно использовать любую другую и без каблучка в том числе. Пряжа Катя Кэтсби Non-Stone Creative. Состав 77% вискозы, 15 полиамида и 8 полиэстера. 50 грамм, 118 метров. Очень красивая пряжа. Я ее использовала уже. Она непроста в вязании, но зато смотрится идеально. Взяла вот такой цвет бежево-золотистый. Начинаем первый ряд, вот отсюда буду вязать, вот где-то от центра переда отсчитываю вправо 8 петель, примерно 8-10 петель, и здесь я буду присоединять потом первую полоску переда, поэтому отсюда начинаем вязать по всей окружности столбики без накида в каждую петлю ряда обвязки подошвы. Вот так вяжем столбики без накида в каждую петельку. Первый ряд у нас будет по всей окружности. Если у вас подошва не обвязанная, стелька не обвязанная, то вы можете это сделать самостоятельно. Сейчас я это показывать не буду. У меня есть видео, где я вязала босоножки и показывала очень подробно обвязку. Вот сейчас в углу наверху вы увидите ссылочку, перейдя по которой вы можете в этом видео посмотреть, как обвязывается правильно подошва и стелька. Ну а мы продолжаем вот так весь ряд, столбики без накида. Не очень просто здесь вязать, когда фабричная обвязка. Вот когда сам обвязываешь подошву и стельку, конечно, легче. Но ничего, это первый ряд, так что со сложностями мы справимся. Когда весь ряд провязали столбиками без накида, то в первую петлю провязываем соединительный столбик. И на этом мы ряд заканчиваем. Дальше воздушная петля подъема и 2 столбика без накида. Забыла вам сказать, что я вяжу крючком номер 2. Вот, хотя рекомендованный для этой пряжи крючок номер 3, но я беру 2. Оно не просто соскальзывает нить иногда, но тем не менее получится очень плотный, симпатичный узор. И теперь дальше мы провязали 2 столбика без накида. И будем сразу начинать вывязывать первую полосу переда. Вот я приготовила 6 колец и начинаю обвязывать первое. Вяжу под кольцо, но у меня диаметром 1,8 где-то миллиметров. Вяжу 10 столбиков без накида. Может быть у вас другое, там миллиметраж, диаметр разный, поэтому вяжем, обвязываем половину кольца, то есть до половины. Стараемся вязать плотненько, чтобы кольцо не просвечивалось сквозь вязку. Вяжем столбики без накида, обвязываем пол кольца. Вот обвязали половину кольца, присоединяем второе кольцо. Также точно начинаем столбик без накида и дальше подвязываем столбики без накида половину кольца.
У меня получается по 10 столбиков без накида, будет половина. Дальше присоединяем третье кольцо. Точно так же столбики без накида обвязываем половину кольца. И затем мы присоединяем таким же образом еще 3 кольца. Всего у нас будет 6 колец. Продолжаем. Когда мы вот прошли все 6 колец по половине, теперь присоединяем их к другой стороне. Вот так наискось будем присоединять, ну вот примерно вот сюда, чтобы эта полоска обхватила вот переднюю часть ножки. Здесь снимаю петлю с крючка и вот с этой стороны вытягиваю ее и провязываю соединительный столбик. Затем еще соединительный столбик и начинаю обвязывать эти кольца с другой стороны. Вяжем плотненько, делаем обвязочку. Если у вас не получится ровно столько же петель, сколько на той стороне, не страшно. Главное, чтобы они были плотно обвязаны. Тут не принципиально. Провязываем столбики без накида, делаем их это тоже точно так же, как мы делали с той стороны. Каждую половинку обвязываем, переходим на следующее кольцо и вяжем дальше. Друзья, если у вас возникают вопросы в процессе вязания какие-то, вы можете писать их в комментариях, я на них обязательно отвечу. Пожалуйста, пишите. Я знаю, что вы будете спрашивать, где взять такие кольца. Вот эти кольца я купила в строительном магазине. Просто вот такие силиконовые прокладочки для каких-то труб, я так понимаю. Ну, в общем, можно купить пластиковые, силиконовые, белые, черные, какие нравятся. Найти их можно. Еще видела их в магазинах, там где вот все для рукоделия на поделке. То есть ищите просто, и диаметр 1,8, 1,9 подходит для таких вот узоров. Вот так продолжаем до конца ряда, пока не обвяжем каждое вот это кольцо. Вот все кольца мы обвязали. Можно сейчас примерить, посмотреть, правильно ли мы присоединили, хорошо ли они будут сидеть на ножке. Вот, если вдруг что-то не так, можно еще распустить и перевязать в другое место. Но вот мне все нравится, поэтому будем продолжать дальше. Вытягиваем эту петлю на лицевую сторону, провязываем соединительный столбик. И после него провязываем еще 3 соединительных столбика по боковой части. Теперь 2 воздушные петли подъема и привязываемся к первому кольцу, пропуская 2 петли на кольце, и дальше провязываем 3 столбика по кольцу, столбики без накида.
Теперь 3 воздушные петли и привязываемся к следующему кольцу. Провязываем тоже 3 столбика без накида на следующем кольце. Снова 3 воздушные петли и дальше привязываемся к третьему кольцу. Таким образом продолжаем вязать до конца ряда. 3 воздушные петли, 3 столбика без накида на кольце. Вот так у нас должно получаться. Вот так мы соединяем их. В конце ряда провязываем 2 воздушные петли и привязываемся к боковой части соединительным столбиком. На боковой части пропускаем 2 петли и в третью соединительный столбик. Дальше двигаемся соединительными столбиками на другую сторону колец и делаем точно такую обвязку с той стороны. Воздушные петли и по центрам колец провязываем столбики без накидов. А здесь, кстати, можно было развернуться и вязать сразу лицевой ряд обвязки по этой стороне. Но я вот хочу сначала так сделать, а потом, ну, разницы здесь нет. Вы как уже вам нравится, вы сделаете. Здесь за центром кольца отступаем тоже на 2 соединительных столбика и в третью петлю вяжем соединительный столбик, а потом 2 воздушные петли. Провязываем 2 воздушные петли. Дальше присоединяемся к центральной части кольца, вяжем 3 столбика без накида, затем 3 воздушные петли, столбики без накида на центре кольца, 3 воздушные петли, столбики без накида по центру кольца и вяжем так до конца ряда. Заканчиваем ряд, 2 воздушные петли и присоединяемся соединительным столбиком к боковой части. Провязываем еще один соединительный столбик, разворачиваемся и начинаем делать ряд обвязки. Под воздушные петли и в каждую столбик без накида вяжем столбики без накида. Там, где у нас в начале и в конце ряда по 2 воздушных петли, вяжем 2 столбика без накида, в остальные по 3 столбика без накида. И столбики без накида над каждым столбиком без накида.
Последним заканчиваем ряд. Тут 2 у нас столбика без накида под цепочку и присоединяемся соединительным столбиком. Затем еще один соединительный столбик и обрежем эту нить. Конец нити потом прячем в вязание и начнем еще обвяжем ту сторону этой полосы. Точно так же столбиками без накида от начала до конца ряда. Можно было нить не обрезать, а двигаться вот сюда соединительными столбиками по боковой части, но я не хочу, поэтому я обрезала, лучше спрячу конец нити, а с той стороны новую нить присоединю и провяжу тоже столбики без накида под воздушные петли и в столбики без накида предыдущего ряда, то есть весь ряд столбики без накида. В конце ряда присоединяемся соединительным столбиком, провязываем еще один соединительный столбик и нить обрезаем. Конец нити, как всегда, вытягиваем на изнаночную сторону, а там прячем вязание. Вот первая полоса у нас готова. Очень даже симпатично получилось. Теперь наша задача связать вторую полосу, которая будет идти крест-накрест. И на этой полосе я сделала 6 колец, а на второй полосе будет чуть-чуть больше, на одно кольцо 7 колец, потому что тут немножко боковая часть, она будет шире. Находим параллельную петлю на той стороне, также точно по расстоянию от центра, и отсюда начнем вязать. Провязываем 3 столбика без накида, 3 столбика без накида, и затем начинаем привязывать кольца. Вот третий столбик и первое кольцо начинаем обвязывать. Обвязываем точно так же аналогично, как и в той полосе. Только теперь у нас будет 7 колец. Вяжем сейчас по половине кольца, обвязываем все 7 колец в рядок.
Когда провязали 7 колец, вот у нас в первой полосе у нас было 6 колец, а здесь у нас 7 колец. Почему? Потому что эта сторона у нас ножки шире. Вот. И теперь мы привязываться не будем, иначе будет потом неудобно вязать. Мы сразу же разворачиваемся и довязываем эти кольца до конца. То есть обвязку продолжаем с другой стороны каждого кольца. Вот когда мы обвязали все 7 колец, теперь довязываем последние тут пару столбиков без накида на последнем кольце и привязываемся к боковой части соединительным столбиком. Затем провяжем еще 2 соединительных столбика. Две воздушные петли, разворачиваемся и привязываемся уже к кольцам. И вяжем так же, как мы вязали в предыдущей полосе. То есть в начале и в конце ряда по 2 воздушные петли, в середине по 3. 3 воздушные петли по центру кольца, столбики без накида. 3 воздушные петли по центру кольца, столбики без накида. Когда провязываете в центре кольца столбики, смотрите, может быть, где-то надо провязать и 4 столбика, а не 3. Главное, чтобы потом они ложились ровно. Поэтому смотрите всегда с лицевой стороны, как они у вас легли. Если будет затянуто, распустите и лучше довяжите еще один столбик по кольцу. Должно быть все ровненько. Когда мы дошли до конца ряда, теперь в этом углу нам нужно сделать 2 воздушные петли и привязаться к боковой части. Но мы не привязываемся, вывязываем тут квадрат, поэтому 4 воздушных петли. Затем по центру провязываем 3 столбика без накида по центру кольца. С другой стороны тоже 4 воздушных петли. Вот так мы вывязываем углы. И снова привязываемся по центру кольца 3 столбика без накида. Дальше идем также 3 воздушных петли, привязываемся столбиками без накида по центру кольца, 3 воздушных петли и так далее. В конце ряда 2 воздушные петли, затем соединительным столбиком привязываемся к боковой части, отступаем на боковой части 2 петли, в третью соединительный столбик.
Провязываем еще один соединительный столбик, разворачиваемся и начинаем делать обвязку, столбики без накида под каждую цепочку из воздушных петель и над каждым столбиком без накида. Вяжем столбики без накида, как мы делали на той полосе, на первой. Дошли до угла, здесь вяжем 2 столбика без накида. И теперь привязываемся к боковой части. Привязываемся вот сюда. Находим параллельную петлю, так, чтобы они были на одном уровне у нас, эти полосы. И вот сюда, вот к этой петле, находим ее и привязываемся соединительным столбиком. И дальше двигаемся вот так соединительными столбиками. Каждую петелечку привязываем к боковой части. Вот здесь, где цепочка из воздушных петель, 2 столбика еще привязываем к боковой части, а 2 столбика без накида уже свяжем просто под воздушные петли. Теперь начинаем обвязку. Под воздушные петли 2 столбика без накида, затем по центру петель в каждый столбик, опять столбики без накида под цепочки, там у нас по 3 столбика под цепочку под каждую будет, и до конца ряда, так же как мы делали на той стороне. Провязываем обвязку до конца ряда. В конце ряда здесь у нас под цепочку провязывается 2 столбика без накида. Затем
мы к боковой части привяжемся соединительным столбиком. Провяжем потом еще 2 соединительных столбика и обрежем нить. Выведем нить на изнаночную сторону и спрячем ее в вязание. Вот переднюю часть мы закончили. Теперь нам осталось все вот эти концы нитей проверить, чтобы их не было, все попрятать, чтобы было красиво. И тогда будем приступать к задней части. Примеряем на ножку, посмотрим, чтобы все было отлично. Я думаю, что получилось все очень хорошо. И теперь заднюю часть. Задник я вязать не буду. Я сейчас сделаю 2 боковых таких полоски, на которых будет держаться верхний ремешок застежки. Теперь я размечу, где у меня будут эти боковые полоски. Параллельно на обоих сторонах поставлю маркеры, чтобы знать, куда их крепить. И буду вывязывать уже полоски. Вот так они будут располагаться. И полоски будем вязать отдельно, а потом их просто прикреплять к боковым частям. Вот одну я уже провязала, прикрепила. Вот показываю. И точно такую мы сделаем сейчас для другой стороны. Для боковой полоски берем 3 кольца, нам нужно, и начинаем их обвязывать. Сначала с одной стороны по половине, затем с другой стороны полностью обвязываем эти 3 кольца. Я думаю, что принцип вы уже поняли, да. Мы сделаем отдельно, обвяжем кольца, потом сделаем с цепочками из воздушных петель обвязочку, их соединим, а затем уже обвязку столбиками без накида, так как мы делали в предыдущей полосе. И потом прикрепим к боковой части. Обвязали вот эти мы 3 кольца полностью. Теперь соединительный столбик в первую петельку, которая у нас была. И затем провязываем еще 2 столбика без накида. Дальше 4 воздушных петли. И привязываемся уже к самому кольцу. 3 петли по кольцу, потом 3 воздушных петли, снова по кольцу и двигаемся вот в такую обвязку с воздушными петлями. По 4 воздушных петли в углах делаем для того, чтобы у нас был квадрат, то есть чтобы ровная поверхность вверху и внизу была.
Здесь снова 4 воздушных петли, по центру кольца 3 столбика без накида, и с другой стороны тоже 4 воздушных петли. Дальше делаем обвязку до конца с этой стороны с воздушными петлями. В конце 4 воздушных петли и столбик без накида в центр, по центру кольца. Вот у нас получился такой прямоугольник, и теперь нам нужно обвязать его столбиками без накида по всему периметру. Над каждым столбиком провязываем столбик без накида. Угловые цепочки, под них провязываем по 4 столбика без накида, а под остальные уже по 3 столбика без накида под воздушные цепочки, и над каждым столбиком столбик без накида. Вот так продолжаем вязать по кругу, пока не обвяжем весь. В угловых по 4 столбика, в остальных по узору 3 столбика под петли и над каждым столбиком. Ну а теперь, когда мы заканчиваем уже, вот последние, тут мы провязываем под последнюю угловую 2 столбика без накида и уже будем привязываться к боковой части. Привязываемся соединительными столбиками. Под воздушные петли 2 соединительных столбика. Забираем одну петлю на подошве, одну петлю на полосе. Затем в каждую петельку возле кольца и снова под воздушные петли. В общем, каждую петлю привязываем соединительным столбиком к боковой части подошвы.
Провязываем еще пару соединительных столбиков и обрезаем нить. Конец нити выводим на изнаночную сторону и прячем ее в вязание. Вот так у нас теперь получились боковые полоски. И теперь я на них буду крепить ремешок с застежкой. Но это совсем будет просто сейчас, я вам покажу. Начинать будем вот отсюда, с этой стороны. Затем вокруг пятки цепочка из воздушных петель. По следующей полосе на той стороне будем провязываться. И затем цепочка из воздушных петель будет идти по переду и заканчиваться вот здесь, чуть-чуть, в общем, накрывая полосу. Начинаем вот здесь с угловой части. В каждую петельку провязываем столбик без накида до противоположного угла. Вот провязали по полосе, теперь вывязываем цепочку из воздушных петель. А сколько у вас будет, я не знаю, надо будет все-таки замерять на ножке, но мне будет достаточно, я думаю, 30 воздушных петель. Попробую на 30 связать и потом будем смотреть. Вот набрала 30 воздушных петель, сейчас посмотрю, как на 36 размер. Надо, чтобы оно было натянуто довольно нормально, потому что на ножке еще чуть-чуть подтянется. Но я смотрю, у меня тут пару петель будет лишних. Я уберу пару петель и тогда уже буду привязываться к второй этой полосе. Значит, получается у меня 28 воздушных петель. Дальше привязываюсь к полосе. Провязываю по полосе столбики без накида от угла до угла. И теперь буду вязать цепочку из воздушных петель для застежки. Посмотрим, сколько получится петель, и потом замеряем.
Надо, чтобы застежка у нас, ремешок шел вот сюда, с нахлестом на вот эту полосу. Здесь на 1-2 петли, если ошибемся, не страшно. Вот так она должна ложиться. Вот этот ремешок будет сюда застегиваться на боковую часть. Надо, чтобы он был немножко длиннее. У меня получилось, в общем, 37 воздушных петель. Я думаю, что этого будет достаточно. Еще и будет нахлест, и все будет хорошо. И теперь вяжем в каждую вот эту воздушную петельку столбик без накида. Провязываем в каждую петлю по переду столбики без накида, по боковым частям над полосами столбики без накида, по задней цепочке тоже столбики без накида до конца ряда. Затем разворачиваемся и в изнаночном ряду то же самое, столбики без накида. И так мы будем провязывать 5 рядов столбиками без накида поворотными рядами. Провязываем так 5 рядов. И вот результат. У нас получился ремешок с застежкой. И все отлично. Я еще его обвязала застежку, она металлическая. И привязала впереди обвязанное кольцо. Но это чисто для красоты. Как вам, друзья, результат? Мне очень понравился. Вот здесь на ремешке 5 рядов у нас провязана. Застежка вот металлическая, она была в вот таком виде, но мне показалось грубовато, поэтому я ее обвязала этой же пряжей. Ну а впереди просто обвязала одно кольцо и прикрепила его к ремешку по центру. Вот так, друзья, босоножки готовы. И я думаю, что вам они понравятся, и вы тоже себе такие, может быть, свяжете. Друзья, если это видео вам понравилось, не забудьте поставить лайк. Обязательно подпишитесь на канал. Буду рада, если вы поделитесь этим видео в своих пабликах, в соцсетях. Это поможет развитию моего канала. Буду рада вашим комментариям, которые вы оставите под этим видео. Я думаю, что мы с вами еще не раз встретимся. Нас ждут очень интересные модели. Желаю вам ровных, красивых петелек и до новых встреч!